Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целого Причерноморского региона, а точнее о двух крупных областных городах-центрах. Это город Одесса и город Николаев. Будем подводить итоги прошедшего второго квартала 2026 года. И, конечно же, традиционно будем разбираться с цифрами, что произошло на первичном, вторичном рынке. В конце видео я покажу вам тенденции, которые наблюдаю на протяжении одного года. Это процессы, которые происходят с недвижимостью в долгосрочной перспективе и которые будут происходить. Это уже поговорим о, так сказать, о прогнозах. И, в общем-то, все будет достаточно, мне кажется, интересно с точки зрения материала, статистики, которая, в общем-то, для любознательных людей, ну, как минимум, заставит, да, задуматься, все ли так хорошо на рынке жилой недвижимости целого Причерноморского региона. Ну, по крайней мере, я вот вижу очень часто, когда YouTube-блогеры рассказывают, что все хорошо, все растет, и, так сказать, квартиры продаются, как они называют, как пирожки, да. Вот у меня только вопрос, как можно недвижимость с пирожками сравнивать. Ладно, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Вместе с вами будем разбираться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого Причерноморского региона, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, в начале данного видео мы говорим о колебательных процессах длиною в 1 месяц. Начнем с того, что обсудим, что произошло в Николаеве, что произошло в Одессе. Это я вам показываю на карту. Ну, город Херсон, у меня, друзья, как бы информация есть, но я не записываю сознательно, потому что там рынка, по сути, нет. Слышал, что там уже насильственная эвакуация объявлена там в каких-то районах. Ну, в общем, сами понимаете, город, который обстреливается, который конкретно прифронтовой, какая там недвижимость может быть. Итак, друзья, рассказываю, как пользоваться данной информацией. Значит, город Николаев. Видим сводные данные, или еще это называется легенда карты. Это данные, которые характеризуют в целом процессы, которые я наблюдал на протяжении 1 месяца. Давайте быстро пройдемся, опять же, тезисно по основным параметрам, которые характеризуют состояние рынка. Население, друзья, довоенное 486 тысяч. Сколько сейчас живет в Николаеве? Я думаю, что если 1200-250 живет, то это очень даже хорошо. Но я могу ошибаться. Люди, которые живут в Николаеве, мои подписчики, напишите, пожалуйста, мне интересно будет услышать ваше мнение. Визуально, насколько больше людей или меньше стало, чем было до войны. Количество предложений, друзья, которые были зафиксированы мною и компанией Олимп Консалтинг на рынке жилой недвижимости, квартиры, которые выставляются для продажи. Мы, ну еще раз повторюсь, я и компания Олимп Консалтинг производим мониторинг благодаря программному обеспечению, которое называется Олимп News. У меня есть соответствующие документы на данный продукт, то есть это и авторское право, и патент. И мне это позволяет, программное обеспечение, работать с большими цифрами. Ну, на примере количества предложений, которые появились в сети интернет, а мы мониторим все крупные интернет-порталы и сайты. 9500 объектов жилой недвижимости. Вы можете себе представить, насколько релевантна выборка. Она также однородна, так как дальше мы будем говорить в разрезе сегментов рынка, первичный, вторичный рынок и в разрезе классификации. Что, собственно, дает мне достаточно большую уверенность и достаточно точно понимать процессы, которые я наблюдаю. То есть это не 3, не 4, не 5 объектов, которые там можно увидеть у оценщика, который там делает выводы определенные о том, что происходит с рынком, при этом оценивая какой-то объект, да, я вам говорю о цифрах, которые просто несопоставимы с теми смешными 5 предложениями.
на рынке, который, в общем-то, в соответствии с национальными стандартами применяет в своих, так сказать, работах оценщик. Уже не говорю про людей, которые называют себя риэлторами, которые, дай бог, если 3 квартиры за год продают, это уже счастье. О каком анализе рынка недвижимости можно говорить с ними? Итак, 9500 объектов, что на 2,2% больше, чем это было, естественно, в прошедшем, что там у нас, мае месяце. Социальное жилье, стоимостной параметр. Говорим только в процентном соотношении. Снижение минус 0,21%. Друзья, город Николаев ведет себя достаточно, ну вот рынок недвижимости ведет себя достаточно разумно, прогнозируемо. Почему? Потому что прифронтовой город, и что росла стоимость квадратного метра, это нонсенс. Хотя мы дальше будем говорить о Одессе, по которой сейчас шарашат так, что, наверное, там по несколько суток люди не спят, да, а там продолжает расти стоимость квадратного метра. Но сейчас мы о Николаеве. Итак, социальное жилье минус 0,21% за месяц. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это вторичный рынок, снижение минус 0,16%. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс, это квартиры, не сданные в эксплуатацию, незначительная динамика роста, плюс 0,23%. Друзья, напомню вам, что первичный рынок это квартиры, которые еще не построились, поэтому и с учетом в тех внешних факторов, которые присутствуют, а внешний фактор это война, то во многих городах, в том числе и в городе Николаеве, вряд ли на первичном рынке жилищные комплексы, которые начали строить до войны, будут вообще построены. То есть это огромные риски. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,78%. Итак, переходим, друзья, к городу Одесса. Город Одесса не перестает удивлять. Уже весь 2025 год там стоимость квадратного метра росла. Потом полгода мы видели незначительную динамику снижения, чуть меньше полгода. И вот теперь опять летние месяцы, так сказать, у людей что-то с головой, я предполагаю. Людей, это люди, которые продают недвижимость свою, это или просто продавец, или риэлтор, посредник, который выступает при продаже. То есть здесь стоимость растет действительно, и этому абсолютно нет никакого логического объяснения. Начнем с населения. 993 тысячи. Довоенное население, друзья, но сейчас понятно, что одесситы, которые меня смотрят, кстати, писали, что людей стало значительно меньше, но это можно только оценить, когда нет сезона, туристического сезона, несмотря на то, что идет война почти 5-й год, и Одесса это единственное место, где можно, в общем-то, отдохнуть, ну, по крайней мере, людям, которые не в призывном возрасте, ну, и понятно, что женщинам, старикам. Что, собственно говоря, люди и делают, потому что 4 года по подвалам сидеть, все-таки тут море, как-никак можно там, ну, хотя бы получить удовольствие от того, что ты действительно греешься на солнце, а не сидишь в подвале. Поэтому сейчас, конечно, трудно сориентироваться будет, сколько людей, больше и меньше стало, но еще раз повторюсь, мне уже писали и говорили, что да, действительно людей стало меньше, но об этом можно говорить вне сезона. Я еще раз повторюсь, я думаю, что 700 тысяч где-то проживает сейчас в городе Одесса. Количество предложений, которые попали в наше поле зрения. Вот посмотрите, насколько сильно меняется разница, всего лишь в 2 раза больше город Одесса по населению, чем город Николаев. А разница в предложениях аж 37 300 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок на 0,8% больше, чем это было в мае. То есть переполнен рынок недвижимости, переполнен предложениями, друзья. Это, ну вот даже вот на примере, еще раз повторюсь, Николаев, который в 2 раза меньше. Ну, если экстраполировать, то, наверное, квартиры, выставленные для продажи, должно быть ну, примерно так же, сопоставимо. Да? То есть здесь должно быть там чуть больше в 2 раза, а здесь нет, не в 2 раза, а сколько, в 4 даже, да, в 5, наверное. Итак, друзья, рынок недвижимости по предложениям города Одессы перенасыщен предложениями, еще раз. Социальное жилье. Рост с какого-то перепуга плюс 0,27%.
Ну, это вот то безумие, которое я наблюдаю уже третий месяц. Помните, начало года мы видели снижение, и теперь опять мы начали наблюдать необоснованную динамику роста. Ну, поживем, увидим, что произойдет до конца года. Ну, а я, в принципе, все равно о прогнозах буду говорить в конце видео, то есть и свою логику рассуждения попытаюсь донести до вас. Дальше, друзья, говорим о эконом-комфорт бизнес-классе. Вторичный рынок, рост 0,51%. Первичный рынок, квартиры эконом-класс выросли на 0,31%. Ну и видим, что первичный рынок комфорт бизнес-класс та же, друзья, что положительная динамика роста. Плюс 0,41%. И первичный рынок квартиры элитного класса видим динамика роста плюс 0,35%. Подводя итоги, переходим к, друзья, вот внизу табличка экселевская, где на примере одного класса рынка недвижимости, социальное жилье, это самый большой класс рынка недвижимости, посмотрим, что же произошло за месяц. Одесса показала нам рост плюс 0,27%, город Николаев показал минус 0,21%. Итого мы увидели в целом по региону, ну это среднее арифметическое число, 605, как оно считается, вы знаете. Незначительная динамика роста плюс 0,08% в течение одного месяца. То есть, ну, за счет того, что Одесса растет, а Николаев, видите, чуть меньше, снижается стоимость, положительную динамику видим. Индекс положительный, единичка, запятая 0,01. Ну и следующий слайд, друзья. Здесь поменялось только внизу экселевские данные. Вверху вот эти колебательные процессы повторять не будем. Они на карте запечатлены, то есть у вас есть полная картинка. Вот теперь давайте сравним, что произошло за 12 месяцев в социальное жилье город Одесса. Повторюсь, в июне месяце 2026 года это 734 доллара за квадратный метр, что в годовом измерении показало динамику роста 2,66%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,27. Город Николаев 475 долларов за квадратный метр, что в годовом измерении показало снижение минус 3,06%. Индекс отрицательный 0,969. В целом по региону, друзья, за год мы видим, что динамика роста снижается. И в целом по региону это рост плюс 0,33% или же положительный индекс единичка, запятая 0,03. Друзья, немного саморекламы. На протяжении многих лет я и компания Олимп Консалтинг готовим ежеквартальные индексы для многих крупных иностранных банков, которые работают на территории Украины, также отечественных системных, также банков Украины. Что такое индекс, друзья? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Считается он очень просто, если у вас есть, друзья, что? Правильно, статистические данные. Давайте на примере целого региона покажу, как считаю я индекс. 605 – это среднее арифметическое число. Одесса, Николаев, класс социальное жилье. 605 делим на 603, получаем или же в процентном соотношении 0,33%, или же индекс положительный, единичка, запятая 0,03. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Ну и в качестве примера вам показываю на целом регионе, как поменялась стоимость недвижимости определенного класса рынка жилой недвижимости во времени за один год. То есть динамика незначительного роста. В общем-то, что еще хочу, вылетело из головы, что-то подумал. Друзья, поэтому меня найти можно очень просто. Найти в описании YouTube канала мой телефончик, созвониться, списаться, как удобнее будет. Это Viber телефон. Также составим техническое задание, и раз в квартал вы будете получать всю полную информацию. Это будет полноценное исследование,
где будете видеть, как дорожает или дешевеет недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. Помните, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний поможет и в вашем сложном бизнесе, прямо скажем. И, естественно, мне и компания Olymp Consulting развиваться дальше, а мне заниматься в том числе наукой. Итак, друзья, подводя итоги, за год по целому региону, я не буду пока убирать эту картинку, мы, значит, что наблюдаем, что всего лишь 0,33% рост. При этом город Николаев стабильно показывает снижение, город Одесса с какого-то перепугу уже 2 месяца, да, в третий месяц, я думаю, показывает динамику положительного роста. Что будет происходить с недвижимостью до конца года? Давайте я остановлю показ данного слайда. Я предполагаю, друзья, всего лишь предполагаю, хотя я в своих так сказать, исследованиях и прогнозах, применяя исключительно научную методологию. Это метод многофакторного анализа, который позволяет мне видеть не только, что происходит в динамике со стоимостью недвижимости, но и видеть макроэкономические показатели, индексы также они называются, которые характеризуют развитие региональных внутренневаловых продуктов. То есть это и Одесская область, и Николаевская область, все это есть, друзья, в открытом доступе. Так вот, все, что касается развития экономики, там, друзья, беда прям совсем. Вот экономика скорее мертва, чем жива. А рынок недвижимости в Одессе показывает с какого-то перепугу рост. Поэтому, друзья, я все-таки предполагаю, что рынок недвижимости, являясь сегментом украинской экономики, вынужден будет вести себя подобным образом. Он не может расти или работать в противофазе с экономикой, которая, в общем-то, еще раз, находится в руинах, и эта экономика определяется индексами, которые, опять же, в открытом доступе вы можете посмотреть. Это очень занимательная статистика, или даже можно прикладная математика, наверное, назвать ее так. Так вот, друзья, я предполагаю, что все-таки сентябрь месяц, это третий квартал, мы будем видеть, как будет снижаться стоимость квадратного метра в городе Одесса. Ну, объективных причин повышения стоимости просто нет. А с учетом того, что блокирует Российская Федерация все порты на Причерноморье, в том числе город Одесса, то мы можем получить экономический эффект следующий. То есть, ну, за счет чего живет большой портовый город? Несложно догадаться, да, за счет перевозок. Сезон зерно будет, да, всевозможные, ну, в основном агропродукция. И когда на всем этом ставится большая жирная точка, там какой-то крупный компания-перевозчик уже отказалась, в общем-то, доставлять свои, ну, не свои, а доставлять товары в город Одесса. Поэтому, соответственно, это все очень и очень сильно отразится вот на тех хотелках непонятных для меня людей, которые почему-то решили, что их недвижимость должна расти. Нет, это нормальное желание нормального продавца продать дороже рыночной стоимости. Но объективно реальность, она по-другому диктует, в общем-то, для продавца свое поведение. Итак, еще раз, давайте просто вам покажу, чтобы вы, так сказать, зафиксировали данный этот самый слайд, что так, нет, закрыть, ну вот так, нет. Ну, в общем, уже это самое, где-то я потерял этот слайд, ладно, бог с ним, сейчас вот так. Ладно. В общем, в любом случае, друзья, подводя итоги, я предполагаю, что город Николаев это будет снижение до конца года по 0,5%, то есть это где-то будет порядка 3%, ну, 6 месяцев осталось, да, сейчас минус 3%, итого будет 6%. А город Одесса все-таки мы увидим с сентября месяца снижение незначительно, но в итоге к концу года где-то может быть небольшая положительная динамика будет, но за счет того, что город Николаев будет показывать уже 6% снижения в годовом, естественно, измерении,
то в целом регион, друзья, покажет также динамику снижения стоимости квадратного метра. Но, друзья, это всего лишь мое предположение. Время пройдет очень быстро, поверьте, через полгода, хотя я каждый месяц записываю подобные видео и корректирую свои прогнозы, мы разберемся, насколько мои прогнозы были верны или же не верны. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете вопросы задавать мне, с удовольствием отвечу. Лайки, дизлайки ставьте этому видео. И что, друзья, да, не забудьте подписаться. И до встречи в следующих моих видеороликах. До встречи, друзья.